крошечном клочке земли площадью менее 1 квадратного километра сосредоточена история, изменившая ход развития человечества. 4 квартала старого города – еврейский, христианский, мусульманский и армянский – образуют уникальную мозаику культур. Здесь, за каждым фасадом, скрывается легенда или тайна, уходящая корнями в глубокую древность. В этом фильме мы пройдем по самым важным святыням Иерусалима, местам, где особенно ясно ощущается глубина его истории и значение для миллионов людей. Одно из таких мест находится у подножия Храмовой горы. Кот-эль-Маарави, Стена плача или Эль-Мабка – главная святыня еврейского народа и один из самых узнаваемых символов Иерусалима. Эта стена является частью огромной подпорной конструкции Храмовой горы, возведенной более 2000 лет назад. Здесь всегда многолюдно. Верующие читают псалмы, а туристы приходят, чтобы просто ощутить атмосферу этого места. Паломники со всего мира вкладывают между камнями записки с молитвами и сокровенными просьбами. Ежегодно здесь оставляют более 1 миллиона таких посланий. Стоит поднять глаза выше массивных камней, и над серой гладью площади вспыхивает золотой купол скалы. Это величественный памятник ранней исламской архитектуры, венчающий вершину Храмовой горы. Огромный деревянный купол изначально был покрыт медными листами, однако в 20 веке его облицевали позолоченными плитами. Нижняя часть фасада покрыта белым мрамором, а верхняя – ярко-синей и бирюзовой изразцовой плиткой с надписями из Корана. В центре здания находится вершина горы Мория. Для мусульман это место, откуда пророк Мухаммед совершил свое ночное вознесение на небеса. Для иудеев эта скала считается местом, где находилась святая святых Иерусалимского храма и где Авраам готовился принести в жертву своего сына Исаака. От Храмовой горы узкие улицы ведут вглубь еврейского квартала. Его архитектурным центром сегодня является синагога Хурва. Ее огромный белый купол возвышался над городом наравне с золотым куполом скалы. В 1948 году здание было взорвано во время боев за старый город. Долгие годы на этом месте стояли лишь руины. Лишь в 2010 году синагогу открыли снова, восстановив ее исторический облик. Рядом с Хурвой находится еще один символ, связанный с древним храмом – золотая минора. 7 ее ветвей символизируют 7 дней творения, а свет – божественную мудрость, распространяющуюся на весь мир. Минора покрыта чистым 24-каратным золотом весом около 45 килограмм. Для защиты от непогоды и вандалов она помещена в прозрачный пуленепробиваемый футляр. Двигаясь дальше по узким улицам старого города, мы оказываемся у одной из главных христианских святынь мира – храма Гроба Господня. Расположенный в самом сердце христианского квартала, он воздвигнут на месте, где, согласно преданию, произошли распятие, погребение и воскресение Иисуса Христа. Храм разделен между 6 христианскими конфессиями, поэтому каждый метр пола и каждый подсвечник имеют своего владельца. Ключи от храма веками хранятся в мусульманской семье, чтобы поддерживать мир между общинами. Внутри храма всегда царит полумрак, освещаемый сотнями лампад и свечей. Это место наполнено запахом ладана и воска. Сюда приходят паломники со всего мира, чтобы поклониться святыням, связанными с последними днями земной жизни Христа.
Именно здесь находится Голгофа, камень помазания и Кувуклия, часовня, возведенная над пещерой гроба Господня. Покидая шумный христианский квартал, мы оказываемся в самом закрытом районе старого города – армянском квартале. Здесь находится один из древнейших храмов – собор святого Иакова. Внутри царит атмосфера строгого средневекового спокойствия и почти мистической тишины. Стены храма украшены великолепными армянскими изразцами. Единственным источником света служат сотни серебряных и золотых лампад, свисающих с высокого купола. Их мерцание отражается в позолоте алтарей, создавая ощущение почти неземного сияния. Посетить храм можно лишь на короткое время, примерно на 40-60 минут в день, во время вечерней службы. Иерусалим – город, который невозможно узнать до конца. Здесь золото купола скалы отражается в слезах у стены плача. Колокола храма гроба Господня вторят древним песнопением в соборе святого Иакова. Здесь, в сердце старого города, особенно ясно понимаешь, пока стоят эти стены, мир продолжает свой вечный диалог с Творцом. А каждый из нас – лишь строчка в этой великой книге жизни.